Всем огромный привет! Сегодня будет выпуск с Еревана. Мы с вами где-нибудь прогуляемся, посмотрим интересные места, обязательно что-нибудь попробуем. Так что не переключайтесь, будет интересно. Погнали! Ну а перед тем, как начать этот выпуск, хочу рассказать немного о начале моего путешествия. Как обычно, я прилетел сюда на самолете с пересадкой в Москве, потому что по-другому никак по графику не получается. Но зато обратно полечу прямым рейсом в Самару. Полет прошел отлично, по прилету получил свой багаж. После этого пошел к банкомату. Выходишь, когда с зоны получения багажа, сразу идешь налево, там стоит несколько банкоматов. И по карте МИР снял без проблем деньги. Ну а чтобы добраться до гостиницы, я вызвал Яндекс.Такси. И к моему великому удивлению, мне получилось это сделать с оплатой по карте МИР тоже. До этого, когда я путешествовал, начиная с апреля и заканчивая сентябрем, это были такие страны СНГ, как Беларусь, Казахстан, Киргизия, оплата по карте МИР в Яндекс.Такси в приложении не проходила. Или они что-то наладили, или это персонально в Армении работает, соответственно, без проблем оплата снялась у меня с карты, и меня таксист довез до гостиницы. Гостиница называется «Мандарин». Находится она в центре. По пути к ней посмотрел на ночной Ереван. Ночной город встретил меня приятной подсветкой, и я довольно быстро добрался без пробок до гостиницы. Приезд в гостиницу меня быстро заселили в номер. Оплату за все время проживания я также произвел банковской картой МИР. Отмечу, что банковская карта МИР у меня от банка Тинькофф. Ссылку оставлю в описании. Если кто-то хочет подключить себе карту, то переходите по ссылке и без проблем подключайте. Номер оказался достаточно свободным для одного человека. В принципе, он рассчитан для двух человек, там большая кровать. В номере также был минимальный набор для каждой гостиницы. Тапочки, полотенца, ЖК-телевизор, шампунь и гель для душа. Приняв душ, я решил передохнуть после дороги. А сейчас я нахожусь, как вы уже видели, на каскаде. Я каждый раз, когда приезжаю сюда, стараюсь зайти наверх и посмотреть, поздороваться с горой Арарат. Сегодня она, конечно, в большей степени в облаках. Надеюсь, что на днях горы выйдут из облаков, потому что ожидается ясная погода. Постараюсь еще раз сюда подняться, хотя бы вечером на закат, и поздороваться уже более качественно, так сказать. Поднялся я поверху, а спускаться я буду через эскалаторы. И посмотрим заодно внутри каскада. Данную достопримечательность, друзья, я считаю самой главной в Ереване. И обязательно сюда нужно сходить. Об этом я тоже делал отдельное видео, топ мест именно в Ереване. Ну а внутри самого каскада на данный момент идет экспозиция различных и интересных предметов. Все скульптуры кардинально отличаются друг от друга, и этим привлекают внимание. Если честно, никогда здесь не спускался и не находился вот так вот планомерно, поэтому интересно достаточно.
Ну что ж, а сейчас мы отправимся с вами в очень интересное место. Не каждый житель Еревана знает о нем. Из центра туда можно добраться на такси. Стоимость небольшая, около 150 рублей. Приехав на место, было непонятно, есть ли на самом деле здесь этот музей. Обычный двор, обычная городская школа, и ничто не предполагает такому интересному музею. Ну а вот непосредственно сам вход в него. Дверь закрыта, но это и не удивительно, ведь до сих пор там живут люди. Вам нужно подойти и просто постучать в дверь, и вам откроют. Ну а это место называется пещеры дедушки Левона. Целых 23 года понадобилось жителю Армении, чтобы превратить обычный погреб в настоящую пещеру глубиной более чем 20 метров, а точнее 21 метр. Причем это не обычная пещера, а целая галерея, состоящая из дворцовых залов и тоннелей. Используя обычный молоток и зубило, армянину удалось создать невероятный подземный дворец, который поражает своим масштабом и отделкой. Ходя по этим туннелям и залам, тяжело представить, что это сделал своими руками один человек. Строительство уникального подземелья началось больше 23 лет назад. Тогда 44-летний армянин по имени Левон Аракелян очень нуждался в хранилище овощей, поэтому начал строительство обычного погреба для семейных нужд. Левон уже тогда был профессиональным строителем, поэтому у него не было никаких проблем с созданием этого несложного помещения. Как говорил сам создатель, в одно время я так увлекся постройкой, что даже не заметил, как начал создавать нечто большее, чем простой погреб. Площадь всех туннелей составляет 280 квадратных метров под землей. Уникальный в своем роде подземный комплекс создавался с помощью подручных инструментов, обычного молотка и зубила. Иногда создатель этого грандиозного помещения работал больше 18 часов в сутки и выходил только для сна и приема пищи. За все время постройки ему пришлось вывести больше 400 грузовиков с выработанной породой. В 2008 году создатель Левон Аракелян скончался от инфаркта. После его смерти экскурсии в подземелье проводит жена Левона, Тося, и дочка. Помимо самих туннелей, родственники сделали небольшую экспозицию в самом доме. Здесь вы можете увидеть инструмент, с помощью которого создавались данные туннели, различные фотографии, карту с отметками людей с различных уголков мира, которые здесь побывали. Конечно, шикарное место, очень редкое, не все о нем знают, поэтому очень советую сюда приехать, друзья. Также вы можете пройти в мини-дворик, который тоже создан руками Левона. Ичмиазин – монастырь армянской апостольской церкви, расположенный в городе Вагаршапат Армавирской области. Вход сюда бесплатный, здесь можно приятно провести время и прогуляться. На данный момент здесь находится действующий монастырь и семинария. Ну а это с виду типичный армянский питьевой фонтанчик. На самом деле монумент, посвященный жертвам геноцида. Построен он был в 1960-е годы. Ну а визитной карточкой этого места является Ичмиазинский кафедральный собор. Это главный храм армянской апостольской церкви,
который был построен в IV-V веках нашей эры. С 2000 года данное сооружение входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших христианских храмов в мире. Строительство собора связано с именем Тердата III и католикоса святого Григория Просветителя. По преданию, Тердат III приказал забросать камнями 35 сестер инокинь, после чего сошел с ума. Один из заключенных христиан по имени Григорий, ставший известным под именем Григорий Просветитель, вылечил его и обратил в христианство, после чего, примеру своего правителя, последовало все население Армении. Согласно легенде, место для храма было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом. За всю историю храм претерпел множество реконструкций. Сравнительно недавно произошла реконструкция внешнего облика. Она длилась несколько лет. И на данный момент внутрь храма зайти нельзя. Там тоже началась реконструкция. Ну что ж, друзья, немного сел отдохнуть в тишине. Очень такое атмосферное место. Сравнительно недавно закончили внешнюю реставрацию данного храма, но внутренний до сих пор продолжается, он закрыт для посещения, соответственно, можно насладиться только с внешней стороны его красотой. Здесь недалеко как раз таки аэропорт, самолет идет на взлет, полным ходом идет стройка здесь, реставрируют тротуарную дорожку, строят какие-то новые здания. В общем, когда этот комплекс будет готов, то это вообще будет топовое место. Ну а пока вот везде еще идет стройка, прокладывают коммуникации какие-то, реставрируют дорожки тротуарные. Сейчас тоже с вами здесь прогуляемся. Ну что ж, друзья, прогулялись с вами по сакральному месту для всех армян. Да и в принципе по сакральному месту, я думаю, для всех христиан. Очень интересно было походить. Жалко, что храм еще не работает, идет реставрация, как я говорил. Ну и погуляв, что-то я нагулял аппетит. Уже сейчас скоро будет темнеть. Надо будет сходить куда-то покушать. Ну а ужинать я отправился в заведение под названием Таверна Гата. В приложении TripAdvisor данный ресторан занимает 8-е место по отзывам. Здесь подают кавказскую кухню. На закуску я взял традиционный салат из овощей на гриле. Он подается в холодном виде. Ну а на горячее решил попробовать этакую интерпретацию российских пельменей. Блюдо называется бураки. Это такие лодочки с мясом, которые приготавливаются в духовке. В этом выпуске я хочу вам рассказать еще о несколько интересных мест, о которых не каждый знает в Армении. Например, про церквушки святого Павла Сурп-Погос и святого Петра Сурп-Петрос, приютившихся на правом склоне небольшого ущелья у подножия горы Атис, знают, кажется, немногие даже в Армении. Лишь жители окрестных селений приезжают сюда по определенным праздникам, да и в обычные выходные. И не только чтобы посетить церковь, а просто отдохнуть с шашлычком. Также отвесный склон горы Атис облюбовали парапланеристы для своих парений.
также удалось побывать на одном из винных заводов под названием Armenian Wine. Все здания на заводе сделаны из традиционного камня, который используется в Армении для строительства. Называется он туф. Всю экскурсию я вам не буду рассказывать, но могу отметить несколько интересных моментов. Вся экскурсия проходит с гидом, который рассказывает полностью о заводе, о его истории, с чего начиналось и как производится вообще вино и коньяк. При нас была разгрузка очередной партии винограда. Вы посетите различные цеха, где как раз таки делают вино и коньяк. Вот здесь, например, происходит естественное брожение винограда. Это множество огромных бочек, в которых происходит волшебство с виноградом. Весь виноматериал на данном предприятии выращивается в окрестностях, а также привозится с соседних регионов. Дальше вы будете продвигаться к помещению, где происходит дистилляция виноматериала и превращение сухого вина в коньяк. Во время моего посещения цех простаивал, потому что дистилляция коньяка проходит в определенный сезон. Вот в таком сложном оборудовании и превращается вино в коньяк. Также вы здесь посетите уникальный музей, посвященный вину и виноделию. Здесь вы увидите, как производили вино в Древней Армении, увидите множество интересных экспонатов, связанных с виноделием. После этого вы спуститесь в хранилище, где в более чем 2000 бочках хранится вино и коньяк из французского или армянского дуба. Каждая бочка пронумерована, чтобы было понимание, в какой период начало выстаиваться вино или коньяк. Также здесь есть именные бочки, которые уже купили различные звезды или известные политики, и даже есть футболисты. Ну а в этом хранилище вы уже видите вино, как обычное, так и игристое. Также на комбинате решили возобновить историю и хранить вино в больших глиняных емкостях, как это делали в Древней Армении. Но вот это бутылки с игристым вином. Его на протяжении года каждые 72 часа переворачивают на 45 градусов. Такова кропотливая технология производства. Ну и завершающим этапом у вас будет дегустация различных вин. Также вы здесь можете купить различные сувениры, вино и коньяк. Еще одним уникальным местом является Цахкиванг, монастырь Девы Варвары. Цахкиванг дословно переводится как «монастырь цветов». Он находится на южном склоне горы Ара, близ города Эгвард. Время основания обители неизвестно, однако существует предание, согласно которому в IV-V веках здесь находилось святое место, куда стекались многочисленные паломники. Монастырь представляет собой выдолбленную в скале церковь. Из скалы бьет родник, вода которого содержит цинк и, как считается, помогает при болях в мышцах и суставах. Существует армянская легенда, которая повествует о том, что жила одна дева и звали ее Цахик, цветок. Она понравилась одному из армянских князей,
и этот князь возжелал ее и вознамерился насильственно овладеть девой. Чтобы укрыться от князя, Цахик убежала в горы, встретив на дороге пастуха. Она попросила его никому не сообщать место ее убежища. Преследующий Цахик князь также встретился с пастухом, и тот, испугавшись, сообщил о месте, где скрывалась дева Цахик. Заметив князя, Цахик поднялась на вершину скалы и бросилась вниз. В тот же самый момент, не сдержавший слова пастух, вместе со своей отарой окаменел. Отсюда и происходит наименование Цахкиванг. Вода, капающая с крыши часовни Цахкиванг, считается слезами девы Цахик. Люди собирают эту воду и уносят с собой, с верой в исцеление. А в праздничный день, посвященный Святой Варваре, организуется многолюдное паломничество в Цахкиванг. Что ж, друзья, я уже нахожусь в аэропорту, скоро у меня полет домой. На этом я с вами попрощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Встретимся в путешествиях.